Привет, привет! I speak Russian in my videos, but you can turn on Russian or English subtitles. Меня зовут Яна, я дипломированный преподаватель русского языка как иностранного. Сегодня очень важное видео, и вас ждет потрясающий подарок от меня. За многие годы работы со студентами я заметила одну общую, огромную проблему. Это словарный запас. Я часто слышу от своих студентов: я годами изучаю русский язык, учу новые слова, но так и не понимаю, о чем говорят носители. Это очень частая проблема. Либо студенты изучают огромное количество новых слов ежедневно, еженедельно, но со временем забывают эти слова, либо совсем их не используют, не могут использовать, потому что слова находятся в пассивном словарном запасе. Часто студенты спрашивают: как же, наконец, запомнить эти новые слова, новые фразы и использовать их в речи, использовать их в жизни, использовать их на практике. Очень часто студенты сталкиваются с проблемой поиска современных фраз, слов, которые используют носители языка прямо сейчас на улицах страны. На самом деле я сама сталкивалась с такой проблемой в других иностранных языках. И я прихожу к вам на помощь. Если хоть одна проблема сейчас откликнулась вам, если вы узнали себя в историях моих студентов, то это видео точно для вас. Я долго думала, какой продукт может действительно помочь вам в изучении русского языка и облегчить вам жизнь. И я нашла такой продукт. Я не просто его нашла, я его создала. Я очень счастлива сейчас говорить об этом, потому что я искренне хочу вам помочь в этом невероятном пути изучения русского языка. Я подготовила для вас потрясающий, щедрый подарок. Это как такая демо-версия продукта. Я подготовила не просто текст с новыми словами, фразами и примерами к ним, а я подготовила настоящие потрясающие упражнения с новыми словами и фразами. Кроме того, вы получите аудио с озвучкой текста, новых слов и примеров. А чтобы ваша жизнь была еще проще, я добавила перевод на английский язык, я перевела текст и новые слова и фразы, потому что я знаю, что среди вас есть огромное количество англоязычных студентов, либо студентов, которые владеют английским языком и для которых важно увидеть этот перевод, сравнить. Поэтому все для вас. Я считаю, что очень важно изучать современную лексику, те слова, которые используют на улицах города, на улицах страны, точнее, я говорю про Москву, потому что сейчас я нахожусь в Москве. Именно поэтому я отбираю сначала фразы и слова, которые мы, носители языка, используем сейчас в 2024 году, используем ежедневно, и уже из этих слов я придумываю историю, так, чтобы вы смогли запомнить новые слова в контексте, и вам было интересно, весело и полезно. Кроме того, к каждому тексту идет список слов, упражнения, слова с примерами, упражнения с ответами. К каждому упражнению есть ответы. Это очень важно, вы всегда можете себя проверить. Если вам понравилась такая идея, и вы бы хотели изучать современную русскую лексику в контексте, и тут же моментально практиковать ее в упражнениях, слушать аудио, слушать, как произносить новые слова и выражения,
получить перевод текста, слов с примерами, то этот продукт для вас. Я предлагаю вам ежемесячную подписку, которая действительно поможет вам изучать новые современные фразы и слова. Вам не нужно будет смотреть огромное количество разных видео, чтобы найти эти слова и фразы. Я уже сделала это за вас. Кроме того, вам не нужно будет тратить огромное количество времени на составление списков слов. Я тоже сделала это за вас. Кроме того, вам не нужно будет мучиться, изучать эти слова в приложениях. У вас будут готовые упражнения, в которых вы будете использовать новую лексику. И, конечно же, запоминать ее быстрее и эффективнее. Что же входит в подписку? 4 текста и около 50-60 новых слов каждый месяц. Каждую неделю вы получаете новый текст с новой современной лексикой, с примерами, озвучку к тексту и к новым словам, упражнения с новыми словами. То есть вы не просто читаете текст с новой лексикой и просматриваете новые слова, вы тут же их используете и практикуете. И, конечно же, быстрее запоминаете. Также я добавила перевод текста и слов. Таким образом, вы будете изучать новые слова в потрясающем формате 50-60 новых слов в месяц, то есть один текст в неделю. Кроме того, эти материалы вы не найдете нигде. Все материалы, все упражнения, тексты я составляю лично для вас. Эксклюзив. Стоимость такой подписки всего лишь 8 евро в месяц, не включая ват. Кроме того, вы можете приобрести другую подписку. В нее входит 2 текста в месяц с новыми фразами и словами, около 25-30 новых слов и фраз, в 2 раза меньше, чем в предыдущей подписке. Кроме того, вы также получаете упражнения с новыми фразами и словами, плюс ответы к упражнениям, аудио к текстам и к новым словам, и перевод на английский язык текста и новых слов с примерами. Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании под этим видео. Новый текст появится уже в это воскресенье. Я очень рада, поэтому успевайте приобретать подписку, и уже в воскресенье мы начнем нашу учебу. Я очень рада и очень жду, когда же мы начнем учиться и когда же вы начнете учить новые слова. А пока, чтобы вы не скучали до воскресенья, вы можете забрать подарок. Я хочу подарить вам целый текст с упражнениями, с примерами, аудио и даже карточки с новыми словами. Это мой щедрый подарок вам. Я хочу, чтобы вы попробовали продукт и решили, нравится вам или нет. Хотите ли вы присоединиться и стать частью нашего комьюнити, нашего сообщества, или же нет? А мы переходим к тексту. Путешествие мечты. Было солнечное субботнее утро. Я шла по улице в поисках уютной кофейни, как вдруг я увидела огромную вывеску, на которой было написано: «Швейцария заждалась тебя». Я стояла, как вкопанная, и не могла оторвать глаз от прекрасных пейзажей Швейцарии. Именно в тот момент у меня появилась мечта – увидеть Швейцарию своими глазами. Мысль посетить Швейцарию засела у меня в голове на целых 5 лет. Я периодически вспоминала о Швейцарии и представляла, как я любуюсь красотой гор и озер. Прошло 5 лет,
а я так и не посетила страну мечты. Однажды, жарким летним утром, я проснулась с мыслью о Швейцарии. В тот же день мы с мужем приняли решение воплотить нашу мечту в жизнь. Мы забронировали отель и купили билеты на самолет. Мы также составили список самых топовых мест, которые мы должны были посетить. Наступил день X, и мы прилетели в Швейцарию. Я хотела плакать от счастья, что моя сокровенная мечта сбылась. Не забывайте мечтать, ведь если очень захотеть, можно в космос полететь. Давайте посмотрим на новые слова. Первое слово – вывеска. Вывеска – это знак или доска, которая размещается на фасаде, на передней части здания, для того, чтобы указать название магазина, ресторана, кафе и так далее. Пример. Они заказали новую вывеску для своего салона красоты. Заказать что? Винительный падеж. Следующий новый глагол – заждаться. Заждаться – это разговорный глагол. Устать от того, что вы кого-то или что-то очень долго ждете. Например, я заждалась тебя в кафе и решила заказать кофе. Следующая фраза – я не могу оторвать глаз от кого или от чего. Родительный падеж. Фраза «я не могу оторвать глаз от» используется для выражения сильного восхищения или заинтересованности, когда что-то настолько привлекает внимание, что становится трудно отвлечься от этого. Например, когда я увидела море, я не могла оторвать глаз от него. Следующая фраза. Мысль засела у меня в голове. Мысль засела у кого? Родительный падеж. У меня в голове. Эта фраза используется для выражения ситуации, когда определенная идея или план настолько привлекает и захватывает внимание человека, что он не может перестать об этом думать. Например, когда я увидела объявление о кругосветном путешествии, мысль засела у меня в голове, и я уже не могла думать ни о чем другом. Я просто знала, что должна это сделать. Это про меня, мне кажется. Следующее слово – периодически. Периодически значит время от времени, иногда, не очень часто. Например, он периодически посещает это кафе. Следующий глагол – любоваться. Любоваться кем или чем? Творительный падеж. Используется для описания действия, когда человек с удовольствием и восхищением смотрит на что-то красивое и впечатляющее. Например, когда мы с семьей ездили в горы, каждый вечер мы любовались захватывающими закатами. Следующая фраза – воплотить мечту в жизнь. Воплотить мечту в жизнь – это значит превратить свои мечты, желания, идеи в реальность через действия и усилия. Например, всю жизнь Анна мечтала написать роман. Наконец, после многих лет усердной работы, она смогла воплотить мечту в жизнь. Ее книга была опубликована. Следующая фраза, точнее следующий глагол – приобретать что? Винительный падеж. Приобретать – это значит покупать что-то. Например, вчера она приобрела новый компьютер. Следующее слово – день X. День X – это очень важный, значимый или решающий день, часто связанный с долгожданным событием или важным решением. Например, мы месяцами готовились к открытию нашего нового магазина. И вот, наконец, наступил день X.
Вся команда была в предвкушении большого события. Следующая фраза «плакать от счастья». Плакать от счастья описывает ситуацию, когда человек испытывает такие сильные положительные эмоции и такое большое облегчение, что начинает плакать, выражая свое счастье через слезы. Например, когда она впервые увидела море, она не могла сдержать слез и плакала от счастья. Это невероятно, мне кажется, когда мы в первый раз видим море, это что-то потрясающее, волшебное. Следующее словосочетание — сокровенная мечта. Сокровенная мечта — это очень глубокое желание, которое человек хранит в своем сердце, возможно, на протяжении многих лет. Пример. С детства у Максима была сокровенная мечта стать космонавтом, и он посвятил всю свою жизнь достижению этой цели. Вау, потрясающе! Следующая фраза «мечты сбываются». Помните об этом. Мечты сбываются. Мечты становятся реальностью. Например, все ее мечты всегда сбываются. На сегодня это все. Я напоминаю вам о том, что вы можете оформить подписку на Patreon. Вся информация по ссылке в описании. Эти уникальные материалы вы не найдете больше нигде. Я не буду выставлять эти тексты на YouTube или в Instagram. Это будут ваши уникальные материалы. Все подробности по ссылке в описании. На сегодня это все. Я была очень рада вас видеть. Не забывайте забирать подарок, такую демо-версию подписки. Пробуйте. Если вам понравится, я буду очень рада видеть вас в рядах моих студентов на Патреоне. Ссылка в описании под этим видео. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, а мы с вами увидимся уже очень скоро. Пока-пока, увидимся, хорошего дня!